Семочка, ты отдыхаешь перед съемкой? И что? Помимо того, что ты собираешься мне мешать, ты еще собираешься меня кусать? Уйди. Вот здесь. Вот там. Ляжь. Ложись. Лежать. Лежать. Давай, лежать. Все. О. Еще. Ух ты. Один ревнует, один хочет быть самым главным, да и второй, собственно говоря, хочет быть самым главным. Но я же не про вас собираюсь рассказывать, а про деток. Добрый день, друзья! Как приятно, когда на орхидеях, которые по какой-либо причине сбросили свои листья и остались сухие пеньки, где-то с корнями, где-то эти пеньки без корней, вдруг зарождается новая жизнь. Появляется маленькая детка на этой орхидее. Они все разные. И сегодня приведу вам 4 примера появления таких деток. 2 детки я показывала на пеньках орхидей, а 2 появились новые. И сейчас я вам их покажу. Как они по-разному растут и как они по-разному даже появляются. Вот эти 2 орхидеи. Одна лунная серенада, а другая орхидея, полученная мной из Санкт-Петербурга от моего подписчика. Она была очень большого размера, но была сильно обожжена солнцем, и листья по прошествии какого-то времени мгновенно все начали желтеть. И показывая эту орхидею вам, я убрала все эти листья. Ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Но там сразу появилась вот эта крохотная детка. Прошел примерно месяц. Детка подрастила первый листик и проклюнулся еще очень-очень маленький второй листик. Приблизительно в это же время лунная серенада, у которой уже была детка, она меня порадовала второй раз и дала вторую детку. И вот она растет более активно. Посмотрите, какой второй листик. Он значительно большего размера, чем у первой орхидеи. Вот так хочу их вам вместе показывать. И понаблюдаем с вами, как, может быть, они будут расти по-разному. Может быть, в какой-то период они выровняются и будут расти одинаково. Давайте за ними понаблюдаем, ведь это так интересно. В конце расскажу, как я поливаю вот эти орхидеи и как поливаю другие орхидеи с детками. Еще одна орхидея. Название напишу внизу, бегущей строкой. Она прожила у меня почти 1,5 года. Она пересажена. Посмотрите, сколько было корней. Были растущие корни. Все было прекрасно. Вот даже здесь внизу остались, я их недавно поливала, вот такие зеленые корни. И в горшке есть корни. Сейчас растущих корней нет. По каким-то причинам она сбросила все листья. И остался вот такой пенек с корнями. Наблюдала я за этим пеньком месяца 3. Я все время пыталась понять,
где же, Сёма, где же этот пенек найдет точку роста не самой орхидеи, а точку роста детки? Все время пыталась найти, где же это случится. И наконец-таки это случилось. Между двумя толстыми корнями появилась крохотная детка. Она появилась именно в тот момент, когда закончилось очень жаркое лето, наступила небольшая разница температур, а потом включили отопление, и сразу появилась детка. Стечение это обстоятельств или эта орхидея долго готовилась к тому, чтобы начать расти эту детку. На данный момент это непонятно, но она появилась, и это меня очень порадовало. И еще одна орхидея с цветоносом из точки роста. А что мы ждем от орхидеи с таким цветоносом? Сначала было очень обильное цветение. Оно даже и сейчас есть, но не обильное, но один цветок она до сих пор держит. И у таких орхидей детка может появиться прикорневая или стволовая. Буквально несколько дней назад я на ней обнаружила сначала такую круглую, большую, толстую почку. Вот она между листьев. А теперь начинают развиваться маленькие листики. Сёма, Сёма, да Сёма же. Что ж такое мы сегодня переезжаем с орхидеями все время. Но вот такие детки, они более реальны. Здесь и мама жива-здорова. Я не могу сказать, что она когда-то будет растить новые листья. Нет, здесь не будет ни новых листьев. Может быть, даже не будет корней у мамы. Она может еще пробудить почки, может процвести, а может начать расти только детку. И, скорее всего, именно эта детка будет и давать корни. Хотя мама успела, пока цвела, дать корень, и он есть, и он растущий. Сёма, ты мне сегодня очень мешаешь. Да почему тебе хочется к орхидеям все время ходить? Как же нужно ухаживать за такими детками и как нужно их поливать? Если помните, то когда у нас остается один пенек, я рассказываю, что нужно поливать совсем немного, потому что нет листьев. Орхидеи влагу из корней испарять нечем. И поливаем раз в 3-4 недели по краю горшка, немного даем постоять и впитать воды. И здесь так, и здесь так. И вот когда появляется детка, нам хочется, ох, деточка, ей же водичка нужна, а давайте-ка ее старательно поливать. Нет, ни в коем случае. Корни пока детка не дала. Она сама пока не испаряет влагу, не получает и не испаряет. Она живет за счет этих корней. Так что продолжаем точно так же, как и поливали понемногу, поливать именно корни этих пеньков. Ни в коем случае не опрыскиваем, потому что детки, они маленькие, слабые. И если в точку роста попадет вода, детка может мгновенно сгнить. При том, что мы еще и не знаем, какая болезнь поразила саму орхидею. Так что
продолжаем поливать понемногу, ждем роста деток, ждем появления корней у этих деток и никогда не спешим отделять этих деток от материнского растения. Ну, конечно, мы с вами будем наблюдать, и я вам буду и показывать, и рассказывать, что и как я делаю дальше. Только это очень-очень долго будет. Вот с этой орхидеей все делаем так же, как и с предыдущими. Такой же точно полив. Здесь тоже есть корни, но листьев нет. А вот такое материнское растение поливаем, как и поливали без детки. То есть здесь большое наличие листьев. Орхидея уверенно будет испарять из корней влагу, поэтому здесь полив не меняем. Вот такие чудесные детки, чудесные превращения почти погибающих орхидей. Понаблюдаем дальше, подрастим малышей и дождемся их цветения. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Что неуемный хулиган. Ух ты, Господи. Все. Съемка закончилась. Все свободны. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. Ну, это по классику. А я скажу, нет, я еще хочу тут поваляться, да? Ай, какие зубы у кота. Ай, сколько шерсти от этого. Ай, какая ревнивая пришла собака. Ой.